Рада приветствовать всех заглянувших на канал. Вот уже и май подходит к концу. И думаю, что сейчас самый потребляемый огородный овощ – это зеленый лук. Мы не являемся исключением, едим его и в свежем виде, и добавляю в блюдо. Сегодня мы с вами будем готовить блины. Блины будут дрожжевые, и они будут тоже с зеленым луком. Так называемые блины с припеком. Для теста взяла 300 граммов пшеничной муки, 1 чайную ложечку дрожжей быстродействующих и 1 чайную ложечку соли. Сахара взяла 1 столовую ложку. И взяла 500 мл теплой воды. Воду можно заменить сывороткой, простоквашей, кефиром, молоком. Все по вашему желанию. Разницы не будет, разница будет только во вкусе. Всю сразу воду не добавляю. Сначала замешиваю довольно густое тесто до растворения комочков. И затем уже добавляю оставшуюся воду. Тесто должно получиться гладеньким, чуть густоватым. Обычно на блины я делаю немножко жиже. Накрываю его салфеткой и оставляю примерно минут на 30-40 для подъема. Если вы будете использовать кефир, то тесто будет еще гуще. Обычно, пока подходит тесто, готовлю начинку. Но сегодня мне всего лишь нужно порубить лук. Лук и небольшое количество зелени добавила. А лука же хороший большой пучок. Тесто постояло минут 40. Дрожжи работают очень хорошо, стоит очень приятный аромат. Пахнет дрожжевым тестом. И вот такое оно пенистое. Я его смело перемешиваю. Вот этого ни в коем случае нельзя было бы делать, если бы тесто было не дрожжевое, а на соде или на разрыхлителе. Потому что пузырьки углекислого газа мы бы из теста выпустили, а новых взяться было бы неоткуда. Потому что реакция соды с кислотой уже прошла. С дрожжевым тестом этого не произойдет. Можно его помешивать, перемешивать сколько угодно, оно все равно будет пышным. Сковорода должна быть не пригорающей, не прилипающей. Если в предыдущую готовку что-то прилипло к ней, то тогда ее сначала нужно прокалить с маслом и дать остыть, для того, чтобы она вновь стала скользкой. Наливаю небольшое количество масла и выбиваю сырое яйцо. Щедрая порция зелени, лука. Обязательно не забываем чуть посолить. У меня соль, кстати, ароматная, с перчиком, с чесноком. И сверху заливаю это не толстым слоем теста. Огонь большим не делаю, потому что в общей сложности, учитывая все слои, блин получается довольно толстый. И он должен хорошо пропечься. Поэтому огонь почти минимальный. Накрываю крышкой и готовлю минуты 3, 4, 5. Зависит от интенсивности нагрева. Как только нижняя корочка хорошо зарумянится, переворачиваем блин и готовим вторую сторону. На 1 минуточку тоже можно прикрыть крышкой, а можно и не закрывать. Начинку можно использовать абсолютно любую. Не обязательно это должны быть лук с яйцом. Можно взять совершенно любые ингредиенты, и сырые, свежие, и уже приготовленные. Например, помидорку. Нарезала ее предварительно тоненькими-тоненькими ломтиками. Еще один блинчик будет с добавлением свежей морковки, натертой на крупной терке.
Можно использовать абсолютно любую начинку, например, рыбные консервы или зеленый горошек, кукурузу консервированную. Можно использовать сосиски, колбаски, нарезанные тонкими ломтиками, либо кубиками. Можно взять копченое мясо или, например, даже сырое, как у меня сегодня. Нарезала его предварительно тонкими-тонкими ломтиками. Если бы у меня был сыр, то я бы его натерла и добавила именно сейчас. Накрыла бы крышкой на минутку или на 2, и получилась бы у меня почти пицца. Яйцо использовать совсем не обязательно. Можно взять абсолютно любую начинку, любой припек, хоть с яйцом, хоть и без яйца. У меня сегодня ушло 5 яиц, получилось 5 блинов с припеком и 1 маленький полублинчик без начинки. Подавать сегодня блинчики я буду с витаминным сывороточным коктейлем. Надеюсь, вам они тоже показались аппетитными, и вы попробуете приготовить такие же. И не будете разочарованы. А у меня на сегодня все. Всем отличного настроения, здоровья, весны в душе, весны за окном. И до новых встреч на канале. Пока!